Всех приветствую на моем канале. Сегодня вам хочу предложить связать резинку, имитирующую резиночку 2 на 2. Но эта резинка вяжется крючком, она поперечная, она имеет также эластичность, может не такую большую, как стандартные резинки крючком, но все-таки она эластична. Узор сам по себе, можно сказать, что он односторонний, потому что по изнаночной стороне эта резинка, она не так выражена, как по лицевой. Ну, тоже чем-то напоминает резиночку 2 на 2. Очень удобно такой резиночкой вязать манжеты и на рукавах, и на варежках, потому что она достаточно плотная, хорошо держит форму. Шапочки такой резиночкой можно также вязать, они будут более теплые, если бы вы связали спицами, потому что сама по себе вязка крючком, она более плотная и более затратная в плане пряжи. То есть, если вы вяжете резинку 2 на 2 крючком, то расход пряжи у вас увеличится. Но при этом будет более плотная и теплая, к примеру, шапочка. Вяжется такая резиночка максимально просто. Это чередование полустолбиков с накидом и соединительных столбиков. То есть, как раз у нас соединительные столбики дают вот эти вот дорожки как бы из лицевых косичек, а полустолбики дают имитацию изнаночных петель. Давайте приступим. Для вязания узора можно набрать любое количество воздушных петель. Узор вяжется поперек. Я набрала 7 воздушных, выполняю еще 2 воздушных для подъема. Накид на крючок, и начиная с 3 от крючка петли я вяжу полустолбики с накидом. Вытягиваю рабочую нить и все 3 петли провязываю за один раз. Весь ряд вяжем полустолбиком с накидом. Первый ряд готов. Воздушная петля для подъема. Разворачиваем вязание. И начиная со 2 от крючка петли будем вязать ряд соединительных столбиков. Первый соединительный столбик я подхватываю за обе дужки петельку. Последующие соединительные столбики подхватываю за заднюю стенку петли. И вяжу весь ряд соединительными столбиками. Последний соединительный столбик ряда подхватываю также за обе дужки петельку. В воздушные петли подъема столбик не вяжем. Они в расчете не участвуют. Третий ряд воздушная петля, и мы точно так же вяжем соединительными столбиками. Первый и последний столбик ряда вяжем за обе дужки. Я пропускаю воздушную петлю, которую мы связали, и начиная со 2 от крючка петли выполняю соединительный столбик. Его связала за обе дужки, следующие соединительные столбики вяжем за заднюю дужку петли. И опять же последний столбик соединительный ряда я подхватываю за обе дужки. Воздушная петля. И 4-й ряд у нас также будет состоять из соединительных столбиков. Вяжем его точно так же. Первую соединительную петлю я вяжу во 2 от крючка петельку, подхватив за обе дужки. Остальные соединительные столбики только за заднюю дужку петли. И последний столбик ряда подхватываю за обе дужки. Фактически у нас вот получилась изнаночная дорожка и лицевая дорожка, как при вязании резинки 2 на 2 спицами. Приступаем к вязанию 5-го ряда. 2 воздушных, накид на крючок, и следующий ряд будет состоять из полустолбиков. Первый полустолбик я вяжу в 3 от крючка петлю, подхватив ее за обе дужки.
Остальные полустолбики ряда вяжем за заднюю стенку. Последний полустолбик ряда выполняем, подхватив петлю за обе дужки. На этом раппорт узора в высоту готов. Дальше мы вяжем, повторяя узор со 2 по 5 ряды. И у нас будет образовываться резинка, чем-то напоминающая резинку 2 на 2 спицами. Если такая резиночка вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих видеоуроках, делитесь ими с друзьями. До скорых встреч, увидимся!